Шалом! Знаете, Песах — это ведь не просто годовщина какого-то древнего события. Песах — это скорее портал, который открывается раз в год и соединяет нас с чем-то вечным. Он несет в себе одно очень важное обещание. Бог всегда прерывает молчание, даже если оно кажется бесконечным. И вот тут-то и возникает главный вопрос, который, я думаю, знаком каждому из нас. Почему Бог вообще заставляет нас ждать? Иногда это ожидание длится веками, как для целого народа. А иногда оно разворачивается в нашей личной жизни, и кажется, что этому не будет конца. Ответ, как это неудивительно, все это время был скрыт в самой структуре и богословии этого праздника. В его символах, в его ритуалах заложены ключи к пониманию Божьего времени. Ну что ж, давайте погрузимся в эту тайну. И начнем мы с самого начала, с самого долгого периода ожидания. Времени, когда казалось, что Бог молчит. Писание называет это время очень мощным образом — «железный горн». Просто вдумайтесь в эту цифру. 430 лет. Это не просто строчка в учебнике истории. Это смена почти 20 поколений. Люди рождались и умирали рабами, передавая из уст в уста обещания, которое Бог когда-то дал их праотцу Аврааму. И вот тут мы находим первую подсказку. Книга Шмот, то есть Исход, называет ночь избавления Лейл Шамурим. На иврите «шамурим» происходит от глагола «лишмор» — хранить, оберегать, бодрствовать. Это значит, что Бог не отсутствовал. Совсем наоборот. Это была ночь его пристального, сосредоточенного бдения над своим народом. Сам текст Писания это подчеркивает. Бог не был пассивным наблюдателем. Он активно бодрствовал, ожидая того самого и единственно верного момента. Как говорят наши мудрецы, Всевышний зарезервировал эту дату в календаре истории еще при сотворении мира. Так где же все-таки был Бог все эти 430 лет? Писание дает нам еще один образ — Кур-ха-Барзель, железный горн. Понимаете? Египет был не просто тюрьмой, он был плавильной печью, местом, где из разрозненной семьи пастухов выковывался целый народ, готовый принять Тору. Так что это молчание — это было молчание мастера у горна. А теперь представьте себе этот контраст. После веков медленного, тягучего ожидания Всевышний вдруг переключает ритм. Он переходит к совершенно иной скорости, к поспешности спасения. Этот принцип называется бихипазон, то есть в поспешности, в попыхах. Израильтяне должны были есть пасхального агнца стоя, уже одетыми в дорогу, с посохами в руках. Бог как будто говорит: «Я ждал очень долго, но теперь нельзя медлить ни одной секунды». Но к чему такая спешка? Мистическая традиция иудаизма дает на это просто поразительный ответ. Мудрецы учат, что духовно народ Израиля опустился на 49-ю ступень нечистоты из 50 возможных. Всевышний вмешался буквально за мгновение до точки невозврата. Еще чуть-чуть, и спасать было бы уже некого. Знаете, есть такая притча о бамбуке, которая отлично это иллюстрирует. Представьте, вы сажаете семя, и целых 5 лет ничего не происходит. Вы поливаете, ухаживаете, но на поверхности пусто. А потом, на 5-й год, за 6 недель бамбук взмывает вверх на 25 метров. Рост произошел не за 6 недель. Он происходил все 5 лет, пока под землей формировалась мощная корневая система. Вот так и Божье спасение. Долгое, невидимое бдение готовит почву для стремительного чуда. Давайте теперь сделаем шаг из древности в наши дни. Потому что эта история, она не только про них, она и про нас. Как этот древний сюжет отражается в наших личных битвах за свободу. Само слово «Египет» на иврите «Мицраим» происходит от корня «цар», что значит «узкий», «тесный». Наше сегодняшнее рабство — это любое состояние, которое делает наш мир узким и тесным. Это могут быть долги, зависимость от соцсетей, постоянное сравнение себя с другими. Раби Нахман из Братслава называл это «галута даат» — изгнание или пленение разума. Перед Пейсахом мы избавляемся от хамеца, от всего квасного. А что такое хамец? По сути, это те же мука и вода, что и в маце. Но хамец — это тесто, которое впустило в себя воздух, раздулось, возгордилось. А маца — это честность, простота. Хамец — это наше эго, наш цинизм, наше желание казаться, а не быть. Исход из рабства всегда начинается с готовности стать пресным, простым и честным перед Богом.
И вот здесь мы подходим к самому сердцу, кульминации всей этой истории, потому что все эти образы, долгое ожидание, внезапное спасение, агнец — все это находит свое окончательное исполнение в личности Машаха, в Иешуа. Древние еврейские комментарии, таргумы, говорят о 4 великих ночах, которые Бог хранил в своей памяти. Ночь творения, ночь завета с Авраамом, ночь исхода и, наконец, ночь прихода Машаха. В Иешуа все эти исторические нити сплетаются в единый узел. Вспомните ту самую ночь в Гефсиманском саду. Иешуа просит учеников «пободрствуйте со мною», но они уснули. Он один бодрствовал. Это был его Лел Шмурим, его ночь бдения за все человечество. Он сделал то, на что оказались неспособны ни его ученики, ни весь Израиль до него. Он бодрствовал до конца. И Иешуа и есть наш пасхальный агнец. В ту последнюю ночь во время пасхального седера он взял мацу и сказал: «Это тело мое». Он взял чашу с вином и сказал: «Это кровь моя, кровь Нового Завета». Он стал тем самым агнцем, которого Бог приготовил от создания мира, чтобы остановить ангела смерти раз и навсегда. Хорошо, но что все это значит для нас сегодня? Как нам перенести этот священный огонь Песаха в нашу суетливую, торопливую жизнь? Как нам научиться бодрствовать? Что ж, вот несколько мыслей. Во-первых, не нужно бояться божьих пауз. Это не отвержение, это его лель-шемурим, его бдение над нами. Во-вторых, нужно быть готовым к бихипазон. Когда Бог скажет «вставай и иди», нужно идти, не раздумывая. В-третьих, нужно помнить и рассказывать, в первую очередь, самому себе историю своего личного исхода. И, наконец, стоит практиковать святое бездействие. Хотя бы 15 минут в день, просто быть в тишине перед ним. И самое главное, для всех, кто сейчас чувствует, что находится на своей 49-й ступени отчаяния. Помните, Бог Песаха — это специалист по чудесам в последнюю секунду. Его фирменный стиль — вмешаться тогда, когда сзади армия фараона, а впереди море. Так что, какой бы долгой ни казалась ночь, и каким бы глухим ни казалось молчание, главный урок Песаха очень прост. Не сдавайтесь за 5 минут до чуда. Всевышний бодрствует. Хак Песах Самеах. С праздником!